Итак, в данном уроке мы разберем с вами, как можно пришить канитель по объемам. Для того, чтобы создать объем, я взяла фетр 1 мм. Нижний кружочек я вырезала маленький, верхний кружочек немного побольше, для того, чтобы объем был немного больше в центре, и по краям он уменьшался. Мы пришиваем фетр, прихватываем его, и потом уже сверху можно будет начинать пришивать канитель. Пришиваем просто по кругу. В этой работе я использую витую канитель. И смотрите, я прикладываю, смотрю, какого размера мне нужно отрезать кусочек, отрезаю. Обратите внимание на то, что вам нужно взять какие-то ножницы, которые вам не жалко будет испортить, потому что канитель, трунцал очень сильно портят ножницы. Поэтому свои самые любимые и хорошо режущие старайтесь не брать для этой работы. Нить нужно сложить в 2 сложения, это будет более прочно и лучше. У меня здесь в одно сложение, просто заработалась и не обратила внимания на это. Но работая с канителью, лучше нить складывать в 2 сложения. Я прошиваю 1 раз и 2 раз для того, чтобы дорожка держалась более плотно, более крепко. И обратите внимание, что она выходит от одного края и заходит на другой край. То есть мы должны практически закрыть нижний слой там или фетра, или синтепона, нижний слой подложки, да, нашей. И также мы будем с вами каждый раз прикладывать, отмерять кусочек, который нам необходим, и отрезать его и пришивать. Можно, конечно, и заранее, да, нарезать канитель, но так вы просто избежите перевода материала, и это будет более экономно у вас использовано. Также обратите внимание, что я начала пришивать с центра. То есть я пошла не от края круга, да, а я пошла от центра в одну сторону и потом пойду в другую сторону. Так проще уложить крайние дорожки канители. Они тогда меньше съезжают, и это немного удобнее получается делать.
Для заполнения россыпью нам нужно с вами будет нарезать канитель, и мы ее будем пришивать в хаотичном порядке, тоже иглой, хотя можно пришивать и крючком. Сначала фиксируем нить и потом начинаем работать с канителью. Каждый следующий новый стежок мы будем с вами разворачивать в другую сторону. Узелок я прячу на лицо. Потому что я его полностью закрою, так как у меня плотное будет заполнение и ничего не будет видно. Трунцал или канитель могут быть нарезаны у вас разного размера, 3-5 миллиметров, 6 миллиметров, и вы должны просто, разворачивая каждый раз в разную сторону трунцал или канитель, ее пришивать. И таким образом у нас получается такое интересное заполнение, которое очень красиво смотрится в работах.